эти три волка встретили семейную пару в самый тяжелый период своей жизни, когда они едва выживали в дикой природе. В глухих лесах Карпат маленькой стае было трудно добывать пищу, и они сильно ослабли от голода. Тот день, когда Дмитрий отправился на прогулку по лесу и столкнулся с ними лицом к лицу, навсегда изменил судьбу и людей, и животных. Мужчина замер от неожиданности, увидев перед собой 3 диких волков, которые внимательно смотрели на него, оценивая, можно ли считать его добычей. В любой другой ситуации человек бы в панике бросился бежать, но Дмитрий поступил иначе. Он медленно снял рюкзак, достал кусок свежего мяса, который брал с собой, чтобы подкармливать лесных животных, и аккуратно положил его на землю, после чего сделал несколько шагов назад. Волки колебались лишь мгновение, а затем направились к еде, полностью игнорируя человека. Дмитрий наблюдал за ними спокойно, понимая, что ими движет не агрессия, а отчаянный голод. В тот день он ушел, но перед этим словно дал себе обещание вернуться снова. И действительно, на следующий день он пришел в то же место с новой порцией еды, и так продолжалось снова и снова. Постепенно волки начали узнавать его, перестали бояться и даже стали подходить ближе. Со временем между ними установилось доверие, которое сложно объяснить словами. Животные позволяли Дмитрию находиться рядом, а иногда даже осторожно касаться их. Спустя некоторое время он решил познакомить их со своей женой Мариной, которая разделяла его любовь к природе. Волки приняли и ее, будто давно знали. Годы шли, и однажды в их жизни произошло долгожданное событие. Марина узнала, что ждет ребенка. Счастью супругов не было предела, и в порыве радости они отправились в лес, чтобы рассказать об этом своим необычным друзьям. Дмитрий до сих пор вспоминает, как в тот день волки вели себя особенно оживленно, кружили вокруг них, словно действительно понимали происходящее. Через некоторое время у пары родилась дочь, которую они назвали Лиза. Девочка росла в любви и заботе, а родители с раннего детства прививали ей уважение к животным. Когда Лизе исполнилось 2 года, они впервые взяли ее с собой в лес. Несмотря на естественный страх, все прошло удивительно спокойно. Волки вели себя мягко и осторожно, словно чувствовали, что перед ними ребенок. С этого момента встречи стали регулярными, и постепенно между девочкой и волками возникла особая связь. Для семьи стало традицией навещать своих лесных друзей каждое воскресенье. К тому времени волки уже повзрослели, стали сильными и внушительными, но при виде Дмитрия и его семьи они неизменно проявляли дружелюбие, словно возвращались в детство. Однако однажды эта история резко изменила свой ход. Когда Лизе исполнилось 3 года, она внезапно тяжело заболела. Высокая температура, слабость и сильное ухудшение состояния напугали родителей, и они немедленно отвезли ее в ближайшую больницу. Врачи пытались помочь, но спустя время сообщили страшную новость: девочка умерла. Для Дмитрия и Марины это стало настоящим ударом, с которым невозможно было смириться. Они не могли поверить в происходящее, но вынуждены были принять реальность. Похороны прошли в небольшой деревне неподалеку, куда пришли все соседи и близкие, чтобы поддержать семью в их горе. После церемонии супруги вернулись домой, полностью опустошенные, не представляя, как жить дальше. Но спустя всего несколько часов произошло нечто невероятное. Им сообщили, что на кладбище какие-то волки разрывают могилу их дочери. Сначала это показалось невозможным,
но тревога заставила их немедленно отправиться туда. Когда они прибыли, перед ними предстала поразительная картина. Двое волков яростно рыли землю, а третий стоял рядом и не подпускал людей, проявляя агрессию к каждому, кто пытался вмешаться. Дмитрий узнал в них тех самых животных, которых они кормили все эти годы. Он не понимал, что происходит и зачем они это делают, пока все не стало очевидно. Когда волки наконец добрались до гроба и люди его открыли, наступила тишина. Внутри лежала Лиза, живая. Девочка была измождена и плакала, но ее крики никто не слышал, кроме этих трех животных. Никто не мог объяснить, как волки узнали о ее состоянии и почему пришли именно туда, но факт оставался фактом: они спасли ей жизнь. Ребенка срочно доставили обратно в больницу, где ее обследовали уже другие специалисты. Выяснилось, что ранее была допущена серьезная медицинская ошибка, и девочку ошибочно признали умершей. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, началось расследование, а виновные врачи были привлечены к ответственности за халатность. Самое главное, Лиза выжила и со временем полностью восстановилась. Родители навсегда запомнили тот день и никогда не забыли, кому обязаны жизнью своей дочери. Для них эти волки перестали быть просто дикими животными. Они стали частью семьи. Эта история еще раз доказывает, насколько глубокой может быть связь между человеком и природой, если относиться к ней с уважением и заботой.